Hello, my darlings, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать, играть. В прошлой серии аж 3 раза можно было выбор сделать, так что в этот раз я говорю играть мы с вами продолжаем в Love, Money, Rock'n'Roll. И мы дошли до рок-н-ролла в прошлой серии. Если вы ее не видели, то, наверное, уже по этому кадру догадались, но можете и посмотреть. Вот тут по подсказочке все можно посмотреть. А мы продолжаем. Внутри было достаточно многолюдно, коромыслом стоял сигаретный дым, а воздух был пропитан пряным запахом дешевого пива, саке, виски и бог знает чего еще. По правде говоря, угар не входил сегодня в мои планы, но как тут устоять? Это просто я в субботу. Это шутка, если что. Я взял в баре кружку пива и протиснулся поближе к сцене. Вот так я никогда не делаю, потому что меня нахрен там затопчут. Первая группа играла незамысловатый хэви. Японские команды в подобных стилях не старались изобрести велосипед и просто слепо копировали западных мэтров. Кто-то лучше, кто-то хуже. Этим вот удавалось так себе, поэтому большинство зрителей занимались чем угодно, кроме прослушивания музыки. Горе-металлисты просто не могли не обратить на это внимания и под конец выступления совсем сникли, стараясь лишь окончательно не облажаться. Блин, жалко, ребят. Чё такое? Надо было поддержать как-то, хлопать, как в детском саду. Молодцы! Прям что-то обидно за них как-то стало. Впрочем, не мне судить. Со своими навыками игры на басу я и так не смогу. Господи, а чё это он такой адекватный вдруг? Что случилось? Следующая команда была одета по моде 70-х, так что явно следовало ожидать какого-то нафталинового рока, и я отправился слоняться по клубу. Хоть я и бывал здесь время от времени, но так и не завел никаких знакомств, обычно просто стоял сам по себе и хлестал пиво. Надо уже писать дисклеймер какой-то перед этой игрой, что мы против употребления алкоголя, и он вредит вашему здоровью. Зарубежных звезд здесь ждать не стоило, а местные команды мне были интересны постольку-поскольку. Скорее, как способ сократить еще один скучный вечерок. Я вспомнил, как разок привел сюда Кэтрин, но ей совершенно не понравилось. Химиц уже почему-то наотрез отказывалась ходить на концерты. В углу обжималась молодая парочка, я долго смотрел на них и внезапно почувствовал отвращение. Нет, так нельзя, хоть сегодня спокойно отдохну. Я метнулся к бару и загрузил сходу 3 стопки виски, взял еще 1 кружку пива и уже куда менее уверенной походкой направился назад в гущу зрителей. А что ж они там такое делали? Они прям ели друг друга. Что он такой посмотрел на это и думает: господи, перекрестился еще, короче, и пошел даже нажраться решил в честь этого. Что ж они там такое делали? Старпёры уже закончили играть, и сцену оккупировали какие-то глэм-рокеры, настраивающие аппарат. «Ну давай, жги!» — Николай кричит, между прочим. Заорал я. Парень, стоящий рядом, покосился в мою сторону и сказал: «Зажжем, не волнуйся!» «Так ты это тоже играешь, что ли?» «А то», — говорит парень, — «а почему не на сцене? Вон они все настраиваются. Мне настройка не нужна, я всегда настроен». Он поправил темные очки. Зачем они ему в помещении? Блин, мне, кстати, тоже, мне всегда так интересно, нахрена нужны очки в темном помещении? Да люди вообще, они вообще хоть что-нибудь видят? Но вот на сцене, мне кажется, что даже полезно, потому что софиты бывает так фигачат вообще в глазище, что можно вообще зрения лишиться нафиг. Да вообще бывает и в зрительный зал так попадает, лупит этот какой-нибудь, если очень направленный свет, там луч какой-то, ё-моё, я пару раз так проще на сварку посмотреть на самом деле. «Увидимся», — говорит парень. Бросил парень и скрылся за дверью в гримерку. В клубе погас свет, и из динамиков донеслись первые гитарные аккорды. «Привет всем! Мы... Z Feel Z...» Какие ребята интересные. Не понимаю, как это читается. Z Feel Z или Z Feel Z все-таки? Будем читать Z Feel Z, ну типа как по алфавиту. Раздался в микрофоне знакомый голос, и софиты ярко засияли. Вот зачем ему очки. Посреди сцены стояла Элли с гитарой в достаточно странном прикиде. Нормальный прикид. Да не просто стояла, а пела и играла.
«Вот к такому меня жизнь не готовила», — сказал я вслух. Но из-за громыхающей музыки меня никто не услышал. На ум сразу пришел вчерашний случай в старом музыкальном классе. Богатые уже с жиру бесятся. Ну почему девочка просто поет? Что такого? Ладно, просто бренчать на досуге, но такое... Я прислушался, однако играли они вполне пристойно, не зря их поставили хедлайнерами. Публике такая музыка тоже явно пришлась по душе. Я просто дала вам немножко послушать. Хороший голос, правда. Первая песня закончилась, и Элли прокричала в микрофон «Спасибо!», а затем окинула взглядом зал, остановившись на секунду на мне. Заметила? Судя по удивленному и даже слегка смущенному выражению лица, да. Ну а что? Неужели она надеялась, что никто не узнает, что образцовая ученица, благовоспитанная леди, днем, ночью превращается в королеву токийской глэм-сцены? Хе-хе, усмехнулся я. Запал на нее, клавишник, он клавишник, а я думала, что он вокалист. Что ему настраиваться не надо, он всегда настроенный. А клавиши не надо настраивать? Я просто не разбираю, я вообще не играю ни на одном музыкальном инструменте, вот от слова совсем. Даже на губной гармонии, даже на ложках, даже на треугольнике я, скорее всего, не смогу. А ты как тут оказался? Рядом опять стоял этот странный парень, клавишник ZFIL-Z. Только что ведь на сцене был. С ней придется постараться. Да ничего я такого. Просто она в моей школе учится. Мы немного знакомы. А, вот как. Он сверкнул глазами из-под очков. Ой, зеленоглазое такси. Вообще, что за какой-то колдун какой-то, блин. И что за название такое дурацкое? ZFIL... А, вот. ZFIL-Z читается просто. Все понятно. Читается ZFIL-Z, как название робота в аниме. Ну, ты же знаешь. Блин, а я не знаю. Кто знает, пишите в комментариях, что за аниме. Я скептически посмотрел на него, чтобы привлечь аудиторию. Судя по забитому битком залу, с аудиторией у них проблем не было. По крайней мере, на таком уровне. Публика пришла в движение в ожидании следующей песни, и через мгновение мой собеседник вновь оказался на сцене со своим инструментом. Они играли что-то вроде баллады. Элли все время бросала в мою сторону гневные взгляды. Ну, конечно, я же специально сюда пришел, чтобы отвлекать ее от выступления. Как бы там ни было, голос у нее приятный, да и играет хорошо. Мне тоже нравится. Может быть талант, но все-таки добиться подобного, имея кучу обязанностей и ответственности, будучи отпрыском уважаемого семейства, время-то не резиновое. Блин, кстати, реально, а когда она все это успевает вообще? У меня не было никаких обязанностей, никакой ответственности, а научился лишь играть пару-тройку песен по табулатурам. Надеюсь, правильно прочитала. Я как-то внезапно зауважал ее, и чтобы не смущать еще больше, отошел подальше от сцены. Прислонился к стене так, чтобы Элли не было меня видно. У нее без тебя хуже получается. Злость придает сил. Да чтоб тебя... Вы же сейчас играете, вот прямо в данный момент. В данный момент соло. Этот парень уже начал меня доставать, и я вернулся к сцене. Элли, завидев меня, не попала по струнам, и из динамиков в зал послышался металлический лязг. Интересно, меня теперь не линчуют ее фанаты или прислуга? Однако девочка быстро пришла в себя. Прям девочка. Мы вроде ровесники, тебе 18. Может быть, она девушка. Гад, придираюсь. Зачем? Не знаю зачем. Просто почему-то задумалась об их возрасте, потому что в прошлой серии Химицу типа такая, что-то мы зря вместе не живем, и я такая, вы же школьники, а потом я вспомнила, что им по 18 лет. А почему они тогда подделывают документы, если ходят в бар? В Японии нельзя с 18 лет пить, типа с 21 можно пить. Не знаю, правда не знаю, не ведаю. Так, короче, она быстро пришла в себя и продолжила играть, как ни в чем не бывало. Но вот песня подошла к концу, а перед началом следующей Элли еле заметно погрозила мне пальцем со сцены. Нет, ну это уже просто абсурд. В чем я виноват? У нее что, фиксация? Какие
Психологические слова мы знаем. Я демонстративно не смотрел на нее, изучая остальных участников Z-Fields. Если что, я про героя, а не про сценариста. Басист выглядел достаточно обычно, даже слишком. С учетом стиля стоило ожидать большего эпатажа в одежде. Впрочем, играл он гораздо лучше меня. Не знаю, сколько бы мне понадобилось времени, чтобы так же чисто играть его партии. Барабанщика было плохо видно за установкой, а с клавишником я был уже, к сожалению, знаком. Оказалось, что это их последняя песня. Зрители требовали бис, но группа быстро скрылась за кулисами. Может быть, у них просто недостаточно материала. А что будут дальше делать я? С одной стороны, мне хотелось поговорить с Элли, сказать, что мне понравилась ее музыка. С другой, не будет ли это звучать просто как дежурный комплимент? К тому же она явно была не рада видеть меня на своем концерте. Я так долго думал, что все уже разошлись к этому моменту. Пока я раздумывал, публика уже начала расходиться, а Z-Fields так и не появились из гримерки. Наверное, ушли через черный ход. Ну и ладно, все равно мне особенно нечего ей сказать. Хотя я был благодарен Элли за то, что ее музыка дала мне возможность хоть ненадолго отвлечься от своих проблем. Клуб почти полностью опустел, а я просто стоял посередине танцпола в каком-то ступоре, погруженный в собственные мысли. Обычно я уходил до окончания концерта в приподнятом настроении, не дожидаясь горького послевкусия закончившегося веселья. Многоточие. Ну, конечно же, он теперь пойдет нетрезвый по улице ночью, а если кто-то за ним сейчас будет опять идти? Мы же не сможем его вычислить, у нас бдительность притупилась. То ли на улице потеплело, то ли меня согрел алкоголь, а до дома я дошел как-то уж чересчур быстро, славьте Господи. Под дверью лежала очередная записка от Химицу. Теперь-то она вполне могла открыть своими ключами, потому что я не заперся изнутри. Приготовить мне ужин и ждать. Подождите, теперь-то она вполне могла открыть своими ключами, потому что я не заперся изнутри. Почему теперь-то? Она же вчера буквально так и сделала. Почему? Может, я запуталась. Не знаю, я чуть не поняла. Приготовить мне ужин и ждать. Она так и поступила вчера. Почему теперь-то? Что изменилось-то, не пойму. Как вчера? Вот он сам говорит. Почему теперь-то? Впрочем, по тексту записки было понятно, что на это не стоило даже и рассчитывать. Но она что думает? Я тут просто развлекаюсь, а что ты делаешь? Записка, тайны, слежка. Если я могу ей обо всем рассказать, это не значит... если я не могу ей обо всем рассказать, это не значит, что не хочу. Ну, был я на концерте. Что такого? Надо же иногда культурно отдыхать. Конечно, Химицу ни в чем не виновата, просто мне надоело ее постоянное неуместное беспокойство. Об этом ей можно сказать словами через рот, я уже это говорила. В последнее время все чаще и чаще я ощущал себя словно в клетке, находясь рядом с ней. Дети вырастают и становятся самостоятельными. А мне погибших родителей заменила именно Химицу, и по факту в моей жизни мало что изменилось. Но воспринимать все это как должное? Неужели я совсем ей не благодарен? Судя по этой записке, она не просто расстроилась, а еще и обиделась. Да она имеет полное право на это вообще. Может быть, хотя бы позвонить ей? Не нужно подробностей, просто сказать, что со мной все в порядке. Конечно, я мог бы и зайти, но уже поздно. От меня разит алкоголем, да и звонка в данной ситуации будет вполне достаточно. Я набрал знакомый с детства номер. Практически сразу в трубке послышался ее... То есть она сидела, она ждала прям... Моя птичка. Алло, Никокун. Вот чего только я и ожидал. Привет, извини, что сегодня пропал. Офигеть, он прям извини сказал. Трэш. На другом конце провода молчание. Ты ведь не поверишь, если я скажу, что у меня были дела? А это правда? Я тяжело вздохнул. Мне больно от того, что ты от меня что-то скрываешь. Даже если и скрываю, на то есть причины. Но я ведь ничего не скрываю. О, господи, капец, ты палишься, чел. Глупый смех, казалось, разрядит ситуацию. Если что, ты знаешь, что я всегда рядом. Ладно, увидимся завтра в школе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я повесил трубку и задумался. Может быть, правда ей все рассказать?
Конечно, Химицу вряд ли чем-то сможет помочь, но так хотя бы не останусь один на один со своими проблемами. Я пристально смотрел на телефон и уже собирался идти спать, как вдруг он зазвонил. Сам. Опять Химицу? Нет, я думаю, это опять эти мафиозники. Что-то забыла? Да, привет. На автомате начал я. Ну правда, кто еще мне будет звонить в такой час? Кто еще мне будет звонить в принципе? Ичиносе, Николай. Однако я ошибался. Это был Ичиносе-сан. Ичиносе-сан, я вас слушаю. Николай, я долго думал, звонить тебе или нет, ведь утром я сам тебе сказал не лезть во все это. Но, понимаешь, я многим обязан твоему отцу, и раз его больше нет с нами, должен вернуть долг хотя бы его сыну. Многоточие, Николай. Я просто не знал, что сказать. Ты меня слушаешь? Да, конечно, внимательно слушаю. Я сам знаю не так много. Не думаю, что много знал и твой отец. Но есть один человек. Запиши. Нет, лучше запомни его имя. Акира Синдзи. Он работал вместе со мной и твоим отцом, но его уволили, и теперь у него небольшой ресторанчик где-то на набережной. Ичиносе замолчал на мгновение и торопливо продолжил. «Николай, я не знаю, грозит ли тебе опасность, но, пожалуйста, будь осторожен. Ичиносе-сан, на какой именно набережной? В Токио их много, да и имя уж больно распространенное. Я не могу... Мне пора, береги себя!» И повесил трубку. Он явно чего-то боится. Боится, но все-таки позвонил мне, предупредил и даже дал наводку, хотя одного имени может оказаться недостаточно. Почему-то я совсем не ощущал страха, скорее какой-то бешеный азарт и кураж. Наверное, из-за количества выпитого перед этим. Буквально сразу после разговора с Ичиносом меня начало ужасно клонить в сон, и я отключился, еле добравшись до кровати. От стресса вообще такое очень часто бывает. Ты такой нервничаешь и думаешь, блин, я не смогу вообще уснуть, и потом ложишься и просто как отрезало. Азарт, наверное, вообще я думаю, что на него азарт нападает, потому что, ничего не происходило, он реально как старик, жил. Типа, ничего ему не интересно, ничего его не трогает, ни заботы Химицу, ни вообще ничего, а тут, сразу столько событий, поэтому его это не столько расстраивает, сколько какой-то как будто азарт. Мало ли, у всех по-разному психика так реагирует на всякое такое. Вот. Проснулся я рано, с больной головой, сушняком и ужасным ощущением бессмысленности бытия. Хорошо, что в аптечке всегда есть аспирин. Впрочем, это единственное, что там вообще есть. Как же? А средство от поноса? Всегда должно быть в аптечке средство от поноса. Я не понимаю, почему мы все так боимся обосраться, но почему-то у меня и у всех моих знакомых на постоянке всегда в аптечке есть что-то от поноса. Не знаю. Типа обезболивающее и от поноса. Это прям всегда. Даже от горла может не быть чего-то. Но от поноса обязательно. Запив таблетку парой стаканов воды, я прикинул, что вчера все еще относительно сносно закончилось. Ой, господи, какая-то муха прилетела. Я думала, это там что-то. Какая-то анимация пошла на фоне, а эта муха долбанутая прилетела ко мне. Жесть. Ой, там вода еще. Хватит меня пугать! Что за скримеры? Может, не в хоррор играем. Запив таблетку парой стаканов холодной воды... Да, все правильно прочитала. Я прикинул, что вчера все еще относительно сносно закончилось, ведь мог проваляться и до обеда. Воспоминания начали приходить не сразу. Всякие вязкие, тяжелые, они всплывали в мозгу, принося с собой тянущее чувство тревоги. Мне вдруг стало не по себе одному в этом огромном пустом доме. Определенно, сегодня надо пойти в школу. А то такими темпами вообще исключат. Да тебя уже, наверное, не исключат, потому что что-то я не знаю. Все говорят, что очень строго все с этим, но он уже раз 15 прогулял в школу, пока мы играем, и с ним просто один раз побеседовали в кабинете директора. Конечно, дело не в моей посещаемости, просто отчаянно хотелось побыть среди людей. Это, кстати, очень умно. А когда тебе угрожают и вообще, и следят за тобой. Я вышел на улицу, морозный воздух сразу прогнал последние остатки похмелья. Было еще слишком рано даже для Химицу. Ну и ладно, вчера разговаривали. Хотя рано, пожалуй, только для меня. Жизнь в Токио уже кипела вовсю. Клерки спешили на работу в одинаковых белоснежных рубашках. Открывались продуктовые лавки и магазины со всякой всячиной. Жизнерадостные бабульки нараспев заводили беседы друг с другом.
Блин, вот, кстати, во Вьетнаме тоже так рано начинается жизнь. Это просто пипец. Типа там, если в Москве в 5 утра еще никакие рынки не открыты, никакие магазины. Уже все. Тут уже все бегут, какие-то там открывают лавки, уже продают всякие баньбао и всю остальную тему. Уже все. А в обед уже все спят. Все, поработали, хватит. Я шел и наслаждался жизнью. А ведь раньше даже не замечал, что такие простые мелочи делают мир куда более привлекательным местом, чем мне всегда казалось. Неужели что-то могло пойти не так? Страх за свою безопасность, даже за жизнь, заставил меня понять, что я не готов сию минуту менять привычный ход вещей. Взять и вернуться в СССР? Нет, это несерьезно. Пьяный юношеский максимализм. Но а что тогда? Бороться здесь и сейчас? Или просто пустить все на самотек? Не может же такая прекрасная жизнь быть одновременно бесчувственно жестокой. Мир приветливо улыбался мне, а ему отозвался мой желудок, приветливо заурчав. А ведь с утра мысли о еде вызывали лишь рвотный рефлекс. Я зашел в один небольшой ресторанчик и с наслаждением съел тарелку рамена. Рамена. Все тревоги отошли на второй план, и вдалеке забрезжила надежда. Ведь я просто себя накручиваю, ничего страшного не происходит. 1,5 года жил словно в анабиозе. Вот теперь каждая мелочь кажется трагедией вселенского масштаба. Если бы со мной реально что-то случилось, домой, например, полицейские пришли, инфаркт обеспечен. Просто успокоиться и подождать. Все само образуется. Блин, нет. Нет, чувак, нет, это типа вот... Ты очень много себе надумываешь вообще, я так вот тебе хочу сказать, очень много. Но вот это точно не то. Вот тут прям конкретно, по-моему, тебе угрожает опасность, если честно. Очень... Вот что-то слишком много на это указывает, брат, ты чё? Нет. Нет, так буду решать проблемы по мере их поступления. Это, конечно, правда, но мне кажется, что проблема поступила уже. На подходе к школе меня увлекла за собой толпа учеников. В раменной я провел добрых полчаса, и было уже не так рано. Японцы, американцы, французы, русские. Иногда мне казалось, что наша школа уж слишком интернациональная. Впрочем, это и хорошо. Не так сильно чувствуешь себя среди них чужими, как, например, сидя за узкой стойкой на низком стуле в типичной японской забегаловке. Несколько парней на бегу пожали мне руку, а какая-то девочка даже улыбнулась. Кажется, мы были в одном классе в прошлом году, но вот хоть убей, не могу вспомнить, как ее зовут. Еще немного, и я сказала бы, что счастлив, но... О боже, вот она. Возле шкафчиков со сменкой столкнулся с Кэтрин. «Николай, привет. Ты сегодня рано», — как-то неожиданно вежливо ответила она. «Ну да, мне же вчера не было, нехорошо столько прогуливать. Неужто ты решил взяться за ум?» Кэтрин округлила глаза, затем нахмурилась. Ну ясно. Опять эта ухмылка. Я проигнорировал и просто сказал. Ничего себе, кстати, она вообще реально коварная такая. Да, знаешь, тут столько всего произошло в последнее время. Может быть, чувствовал я себя и нормально, но опухшую рожу не скроешь, а уж от Кэтрин тем более. Ну вот я и... Ой, ладно, что ты так уставилась? Понятно же все. Эмоции быстро менялись на лице Кэтрин, и вот удивление сменилось безразличием. Она потеряла интерес. Нет, я не про это, или про это тоже. Или не или там, и про это тоже. Я не хочу дальше ссориться. Просто мне кажется, ты должна понять мою реакцию, поставить себя на мое место, не знаю. Ты вообще о чем? Невозмутимо спросила Кэтрин. Обо всем! Не делай вид, что не понимаешь. Не понимаю чего? Я уже не знал, как с ней разговаривать. Ладно, ты хочешь, чтобы я тебя понимала? Ну вот, я тебя понимаю. Нет, опять все по новой. Ты так надо мной издеваешься? С чего бы мне над тобой издеваться? Это уж тебе виднее. Сначала без причин возвращаешься, переводишься в мой класс, а ведешь себя как будто так и надо. Прояви хоть чуточку уважения. В смысле? А с хрена ли переводиться в его же класс? Это вообще неуважение.
Вообще, типа, а может она не решала на этом этапе, в какой класс ей переводиться? Типа, ее мама переехала обратно в Токио. Им нужна была хорошая школа. Это хорошая интернациональная школа. Она иностранка. Куда ее еще устраивать? Они ее устроили сюда. Им сказали, пойдете вот в этот класс. Она должна была сказать, нет, там учится Нико-кун, с которым я не хочу видеться. И директор такой, ну да, конечно же, меня волнует этот вопрос. Нет, меня не волнует этот вопрос. У нас есть место в этом классе, и мы тебя туда отправим. Почему это неуважение к нему? Я почему-то думаю, что она вообще не решала этот вопрос. Я, конечно, никогда не переводилась из школы в школу. Я как-то вот в одной училась все 11 лет и все. Ну не знаю. По-моему, ты не особо выбираешь там. Если кто-то переводился, пишите в комментариях. Может, там можно, типа, физмат, какой-то там, Блин, я просто в физмате училась. По мне незаметно, но это не важно. Короче, не знаю. Я не знаю, почему он расценивает это как неуважение к себе. И она правильно в прошлой серии сказала, что, типа, неужели ты считаешь, что... Типа, я должна была свою жизнь подстраивать каким-то таким образом, чтобы лишний раз с тобой не столкнуться. Ну, типа, это реально бред. Прям, причем какой-то детско-садовский. Ну, так получается. Ну да, вы когда-то встречались. А вообще, как говорили в сериале «Как я встретила вашу маму», не кусай руку с едой. Не встречайся с одноклассниками, с соседями и там всякими вот этими людьми, потому что если что-то пойдет не так, вам потом придется слишком часто видеться, и это будет неловко. Ну, это, конечно, бред, ну, типа, странно такими категориями мыслить, типа, но сердцу не прикажешь, как говорится. Но потом, ну, реально, ну, тогда, значит, надо учиться как-то сосуществовать вместе после этого. Ну, что такое? Почему? Поимей уважение. А чё она такого сделала? Вообще не знаю. И за что же я должна тебя уважать? А вот это тоже интересный вопрос. Я не слышал Кэтрин, я уже думать забыл про события вчерашнего дня, про утренние размышления. Или просто не общайся со мной. Мне надоело перед тобой унижаться, пытаться добиться от тебя хоть какого-то человеческого отношения. Вы поговорили 2 раза, и тебе надоело. Расскажи это Химицу, пожалуйста. Сколько раз она пыталась с тобой нормально разговаривать и заслужить человеческое отношение, она не получила его до сих пор. Братан, добро пожаловать. Похоже, к такой реакции она все-таки была не готова. Так что выбирай. Что выбирать? Я не понимаю. Катюх, не обращай внимания. Я развернулся и быстро поднялся по лестнице на 2-й этаж. О, здорово, Ник! Где пропадал? Кёски был, как всегда, беззаботен. Бухал. Огрызнулся я. Ясно, ты не в настроении. Тогда поговорим потом. Ты мой маленький. Грустно отозвался он. Кэтрин зашла в класс практически сразу после меня. До звонка оставалось еще несколько минут, и они тянулись мучительно долго. Во время урока будет легче, утешал я себя. Кэтрин же не обращала на меня вообще никакого внимания и правильно делала, блин. Нет, но это просто переходит все границы. Я не могу на него, господи. А я только в начале серии подумала, блин, адекватность какая-то проснулась. Ну вот она, когда появляется на горизонте, это Кэтрин, у нее вообще башню сносит. Он просто... Это неуважение! Да что она вообще себе позволяет? Она дышит! Какого дьявола ты здесь шумишь? Господи, трэш. Это уже не издевательство, а неадекватность. Вот тебе бы вот говорить про неадекватность. Она что там в своих США с велосипеда головой вниз упала? В Большой каньон? Наконец прозвенел звонок. Весь урок я думал только о Кэтрин. Мучительно, буквально до дрожи. Хотелось обернуться и посмотреть на нее. Отвлечься не получалось ничем. Вчерашний разговор с Ичиносой и таинственная угроза, нависшая надо мной, как будто внезапно перестали иметь значение. В голове пульсировала лишь одна мысль. Надо выяснить с ней отношения раз и навсегда. Ну да, давайте уже как-то это сделаем уже все-таки окончательно. Люблю я ее или уже нет, буду разбираться потом. А сейчас надо... Ну что надо? А, черт, не могу больше так. Я громко ударился лбом об парту.
Анохин-кун, с вами все в порядке?» Послышались сдавленные смешки и перешептывания. «Лучше не бывает, сенсей. Проверяю вот, не пусто ли у меня в голове. Учитель даже бровью не повел. В этой школе он уже всякого навидался». Вот это нервы вообще у чувака. «Может быть, вам к врачу сходить?» «Да нет же, я говорю, все в порядке». «Ну, как знаете, только не мешайте вести урок». После этого циркового представления стало немного легче. Удивительно, но Земля продолжает вращаться, не обращая внимания на мои проблемы. Действительно, удивительно. Прозвенел звонок на перемену. Ко мне подошел Майкл. Он как будто не собирался начинать разговор, но почему-то внимательно смотрел на меня сверху вниз. «Ну что?» – наконец-то спросил я. «Ты сегодня сам не свой. Это из-за вчерашнего?» «Вчерашнего? Откуда он знает? Я про разговор в кафе». «А, ну да, в кафе». «Нет, не из-за этого. Все в порядке. А даже если не в порядке, то будет в порядке». Мимо нас, даже не обернувшись, прошла Кэтрин. Я уставился ей вслед и, видимо, скорчил какую-то страшную гримасу. «Понятно», — сказал Майкл бесстрастно. «Что тебе понятно?» И опять я начал заводиться. «Вы все американцы такие». «Какие?» «Такие! Совершенно не считаетесь с другими людьми, лезьте не в свое дело, бесчувственные, холодные и жестокие. Вот это вообще сейчас откуда взялось?» «Чё? Ты вообще... Народ-то целый при чем сейчас вообще?» Господи, что с этим парнем не так? Принесите водички ему. «Мне кажется, ты сейчас говоришь про какого-то конкретного человека». Скрежет моих зубов был слышен, наверное, всему классу. «А знаешь что, Миша? Пошел ты, понял? Пошел нахрен! Если мне тут... Еще мне тут твоих вопросов и наблюдений не хватало. Не лезь в чужую жизнь, за собой следи лучше». Вообще ни за что попало человеку. Я встал, смерил его взглядом, но Майкл не отвел... не отвел глаза. Не. Зачем я нажала, если я не прочитала? Кто-то знает? Я встал, смерил его взглядом. Да, не отвел. Все правильно прочитала. У меня такое бывает, кстати, я даже если вот перед сном играю в клуб романтики, те, кто играет в клуб романтики, лайкосик и в комментариях пишите. Как это называется? Перекличку устроим. Короче, я типа читаю какой-то слайд и просто нажимаю пальцем. Причем это не то, чтобы типа нечаянно там палец съехал или еще что-то. Я прям нажимаю пальцем. Просто когда я еще только середину слайда прочитала. А потом сижу и думаю, нахрена я это сделала? Я не знаю, зачем я это делаю всегда. Ну, какой-то рефлекс долбанутый, не знаю. Тогда я толкнула его плечом и вышел из класса. Что же я творю, господи? Просто срываюсь на одном из немногих, кто вообще со мной общается. Может быть, он так хотел мне помочь? Ведь Майкл не Кёски. А Кёски-то тебе что плохого сделал? Тот бы сразу стал носиться вокруг, страдальчески заламывать руки и причитать. А что толку? Иногда действительно лучше с холодной головой посмотреть на ситуацию со стороны. Я обязательно перед ним извинюсь. Но потом... Сейчас просто хотелось сменить обстановку и уйти подальше от класса. Побыть одному или, может быть, с кем-то, кто не будет лезть в душу. Например, с Химицу. Ты моя прекрасная вообще звезда. Я не могу... Типа, то она лезет не в свое дело, вообще пытается мне заменить мать, а я не просил, то теперь пойду поговорю с тем, кто не лезет в душу, и это Химицу. Ты определись вообще. Одуплись, раздуплись, пожалуйста, брат. Ну да, она-то, конечно, не будет, хотя, видя мое нынешнее состояние, думаю, Химицу все правильно поймет. Итак, пойти на крышу... Так, я против того, чтобы девочке морочить голову. Вот так вот. Пойдем на крышу, значит. Нет, все-таки глупо рассчитывать, что с ней удастся отвлечься разговором о пустяках, когда у меня на лице желание убивать. Да сейчас еще по-любому на нее сорвешься. Ой, я здесь другая женщина. Ох. Однако и на крыше я оказался не один. На скамейке сидела Кагаме. Какое совпадение? У нее офис тут, что ли? А у тебя? Ясно. Фыркнул я, развернулся и решил поискать другое уединенное местечко.
«Уже уходишь?» — окликнула она меня. «Я же мешаю, да и хотел побыть один». «Не мешаешь. Впрочем, как знаешь». «Смотри, а то потом пожалеешь». Да ты что ты за неадекватыш такой? Ты угрожаешь людям. Глупость не заразна. Моя ты красотка просто. Она умела парировать в диалогах. Я пожал плечами, подошел и сел рядом. Решил головой в стену побиться в тишине. И мне тут же безумно захотелось и ее тоже послать куда подальше. Нет, ждал, что ты оценишь. По десятибалльной системе или по шестибалльной, как в фигурном катании? Увлекаешься фигурным катанием? Нет, блин, просто знаю, общая эрудиция, слышала о такой штуке. И тут меня осенило. Я понял, что вот ей на меня совершенно наплевать. И это даже радовало. Это пипец, реально, хэштег психотерапевт. Его привлекают люди, которым на него плевать. А как только, типа, он получает какое-то внимание, он сразу такой: нет, это навязчиво, мне это не подходит, это неуважение, это вообще все, идите нафиг. Это прям какой-то избегающий тип. Нет, это не избегающий тип. Ой, что я вас буду учить, я же не психолог. Ну, короче, это прям что-то такое, это вот прям что-то вот оттуда, когда тебя вот привлекают какие-то люди, которые тебя отталкивают. Ну, это не хорошо, не есть хорошо совсем. Для него же самого. Ужас, кошмар. Со всеми остальными у меня существует какая-то эмоциональная связь. С кем-то сильнее, с кем-то слабее. Химицу, Кэтрин, Кёски, Майкл, да тот же Ичиносы. А эта девочка сидит рядом, и ей нет до меня совершенно никакого дела. Значит, ей ничего от меня не нужно, она не будет лезть в мою жизнь, давать глупые советы и поучения, основанные лишь на собственном опыте и ошибках. Хотя сегодня Кагаме ведет себя уже смелее, чем пару дней назад. Так что случилось? Ты о чем? Ты, конечно, и так странный, но головой об парту раньше не бился. Я же сказал, хотел проверить наличие мозгов. И как? Прискорбно, результат отрицательный. Хорошо, что он хотя бы это признает. Этого следовало ожидать. Она улыбнулась. Я как на автомате тоже. Но Кагаме сразу же вновь стала серьезной. Ну а если без шуток? Дело ведь в этой Кэтрин Винтерс. С чего ты взяла? Да тут только слепой не заметит. А даже если и так, то что? Сейчас для меня это не самая приятная тема. Ясно все с тобой, ухмыльнулась она. Она ухмыльнулась прям такой же улыбкой, как Кэтрин. Чего его не триггернуло? Ну знаешь что? Я резким движением поднялся и собрался уходить. Ладно, извини. Примирительно сказала Кагаме. Просто я тоже не очень хорошо лажу с другими людьми. Неожиданно, однако, откровенность. Но почему тоже? Так что... Что значит почему тоже? Ну это она про меня. Я просто тоже плохо схожусь с людьми, вот и она тоже. Угу, да, 100%. Тебя вообще не касается. Если так вести себя, то, конечно. Это как я себя веду? Она нахмурилась и даже повернулась в мою сторону. Вот так. Ты знаешь как? Нет уж, договаривай. Господи, уже и в школу нормально сходить нельзя. И зачем ты тогда вообще сюда ходишь? Явно же не учиться. А ты зачем? Неужто для того, чтобы быть куклой для битья? Прямо в яблочко. Это было обидно. Кагаме закусила губу. Неудивительно, что она тебя бросила. Вот, да. Вот это, да, это правда. Не надо было рассказывать. С тобой только и остается, что удавиться, утопиться или отравиться. Или с крыши спрыгнуть. А чё это ты подсказываешься? Не надо. Я демонстративно сделал жест рукой по направлению к краю крыши. Только после вас, Анохин-сан. Ну уж извольте, Кагаме-сан. Все это уже было похоже на игру, победит в которой тот, у кого терпение, лопнет последним. Тот, кто прыгнет с крыши, тот и проиграл. И проигрывать я был не намерен. Это крыса, это крыса. Это у меня уже оговорочка по Фрейду. Эта крыша слишком тесна для двоих.
О, мы уже так близко знакомы, получается. Можем и еще ближе, я не против. Ой, Акстись, успокойся. Когда смысл моих слов дошел до нее, КГМ покраснела, вскочила и быстро пошла к выходу, бросив напоследок: «Козел!» Тут правильно. И вот и славненько, я победил. Радуйся теперь. И только тихие завывания ветра напоминали овации, а редкие, уже пожелтевшие листья, лавровые венки. Я победил всех врагов и остался совершенно один. Ну ясно. Я проходил мимо класса Химицу и услышал оттуда знакомый голос. Кэтрин, что она там делает? Ой, это превьюшку она мне делает. Какая она все-таки молодец. А этот лишь бы уши погреть. Мало ему своих проблем, еще вот к девочкам сейчас будет приставать. Я спрятался за дверью и прислушался. Как же хорошо, что стены в японских школах такие тонкие. И к тому же очень удачно, что Кэтрин села за самую ближайшую к двери парту. Даже при том, что это не ее класс. Старая добрая Кэтрин. Скорее всего, она села просто за пустую парту. Ладно. Или за парту Химицу. Идущие по коридору ученики странно смотрели на меня. Ну и наплевать. Хуже уже не будет. Ну, то, что ты думаешь. А, не то, что ты думаешь. Да почему я опять не читаю, а потом перелистываю? Не то, что ты думаешь. Донесся до меня обрывок фразы. Нет, я просто рада, что ты вернулась. Да неужели? Впрочем, если ты хочешь искать скрытый подтекст в каждом моем слове, то не буду тебе мешать. Как-то не очень похоже на разговор давно не видевшихся подруг. Подобного можно было ожидать. Нет, более того, следовало ожидать. Ой, ну конечно же, следовало ожидать, что все женщины будут выдергивать друг другу космы ради тебя. Да, да. Совершенно нельзя было ожидать, что они выросли за этот год как-то морально, да, и могут просто встретиться и просто поговорить, как действительно люди, которые давно не виделись. Нет, нет. Следовало ожидать драки в грязи, вот этой вот. Не делай вид, что ничего не случилось. Да вот только действительно ничего не случилось. И не случалось последние 1,5 года. Да хоть бы мы и делали вид, что это так, но у нас неплохо выходило. Химицу говорила не очень громко, но внезапно замолчала, хватая ртом воздух, словно после отчаянного крика. Почему именно сейчас? Да была бы моя воля, никогда бы сюда не возвращалась. Как у тебя все удобно получается. Уезжаешь, когда больше всего нужна, не виновата. Возвращаешься, когда уже не нужна совсем, не виновата. Ну а мне... Нам-то как жить? Скажи на милость. Я совсем не ожидала от Химицу такой реакции. Нет, конечно, понятно, что она уже давно не 8-летняя девочка, с которой я познакомился когда-то, не зная и слова по-японски. Да во многих вещах она сейчас взрослее меня, но видеть близкого человека таким, пожалуй, я просто был не готов. А мне-то что прикажешь делать? С какой стати я должна была подстраиваться под тебя, под него, под вас? Тебе кажется, что все в жизни так просто. Зато у тебя все сложно. Не могла даже подойти и поздороваться, спокойно объяснить ситуацию. А все твоя гордость. Гордость, говоришь? Кэтрин презрительно ухмыльнулась. Скорее самоуважение. И тебе бы оно не помешало, а то ведешь себя как? Как? Ну давай, скажи, как я себя веду? Так как ты не смогла. Странно, что никто из одноклассников Химицу не обращал на них никакого внимания. На дружескую беседу это точно не было похоже. Если бы он знал всю правду... Ну так расскажи. Не могу, тихо сказала Кэтрин. Так тихо, что я еле расслышал. Ах, вот как. Ну и что ты намерена делать дальше? Ты не можешь просто игнорировать его чувства. А мои чувства? О них кто-нибудь подумал? Ее чувства? Что? Но Кэтрин тут же продолжила. Мне противно находиться рядом с ним. Ну так не находись, избавь нас от своего присутствия, всем станет легче. Избавлю, не беспокойся, осталось учиться меньше года. Да, но весь этот год... Уж потерпишь, не переломишься. Ты просто... О, сэмпай! Сэмпай. Меня окликнул одноклассник Химицу. Я тут же бросился на утек. Чё это вообще за... Это вообще, чё это такое? Что там произошло вообще? Надеюсь, девочки меня не заметили. Я бежал в свой класс по дороге, чуть не сбив парочку зазевавшихся школьников.
Прыгнул за парту и постарался быстро отдышаться. Про Майкла я уже и думать забыл. Но в конце концов, что это, черт возьми, было? Понятно, Химицу беспокоится за меня. Переживает, как на меня повлияло возвращение Кэтрин. Но такой тон, такие формулировки... А что сама Кэтрин? Мне противно находиться рядом с ним. Мне противно находиться рядом с ним? Если бы он знал всю правду. Что бы ни было раньше между нами, не думаю, что я словом ли, делом ли заслужил такое отношение. Да правда, что ли, расскажи мне. Ник, все в порядке? Да, все отлично. Скороговоркой выпалил я. Да, все отлично. Как скороговорка выглядит. Кёски как-то сочувственно покосился на меня и взглядом показал в сторону Майкла, который мирно читал книжку и не обращал никакого... не обращал ни на кого внимания. Да, ну ты понимаешь, много всего приключилось. Мне действительно хотелось, чтобы он понял. Ну да, но все-таки. И тут Кёски был прав. Я очень медленно встал и подошел к Майклу. Ты ничего путного в голову не приходило. Извини, что я так себя повел. Понимаешь, у меня сейчас не самый простой период в жизни. Он закрыл книгу и холодно посмотрел на меня. Я понимаю, все в порядке. Нет, я правда ничего плохого не имел в виду. Сорвался и все тут. Я понимаю, говорю же. Ну да, это в характере Майкла. На словах одно, а в голове другое. Да откуда тебе знать что-то про чужие головы? Ты со своей разберись головой, блин. Ладно, в любом случае, я сейчас не в том настроении, чтобы ему что-то доказывать. Прозвенел звонок. Многоточие. Урок шел уже минут 5, а Кэтрин все не возвращалась в класс. К тому же куда-то пропали ее вещи. Не могу точно сказать, были ли они на месте, когда я вернулся. Просто не обратил внимания. Многоточие. Наконец учебный день подошел к концу. Я ощущал острую необходимость поговорить с Химицу, хотя и не знал толком, что скажу. Да и что тут скажешь? За всеми событиями сегодняшнего дня я совсем забыл про вчерашний разговор с Ичиносе. Ведь он дал мне наводку. Химицу, Кэтрин. А как же записка, звонок? Должен же я выяснить, что все это значит. Казалось, это решение может серьезно повлиять на мою жизнь. Идти к Химицу или попытаться разгадать тайны прошлого отца. Конечно же, искать ответы. Нас вообще кокнуть могут, пока ты тут, свои любовные дела решаешь. В конце концов, Химицу никуда не денется, а сейчас у меня есть дела поважнее. Я вышел из школы и в нерешительности остановился у ворот. Сколько же в Токио набережных? Я даже примерно не знаю. Надо было уточнить у Ичиносы, хотя, похоже, он и сам был не в курсе, где именно искать этого Акиру. Ну, отлично, пойти туда не знаю куда, принести то, не знаю что. И тут мне в голову пришла самая очевидная идея. Надо позвонить в справочную. Я быстро дошел до ближайшего таксофона и набрал номер. Алло, добрый день. Мне нужен человек по имени Акиру Синди. Я знаю, что он владеет рестораном где-то на набережной. Ожидайте. Донесся из трубки скрипучий женский голос. Понадобилось по крайней мере 5 минут и столько же монет, но наконец мне ответили. К сожалению, мне не удалось найти никого с таким именем. Получается, Ичиносе соврал? Нет, как-то это слишком глупо. Вы точно уверены? Да, могу я быть еще вам чем-то полезна, господин? Что он перепутал имя своего коллеги, с которым работал вместе много лет? Вот в это я точно поверить не готов. А вы можете дать список ресторанов с владельцами по фамилии Акира? На другом конце послышался шелест перелистываемых страниц. Один ресторан. Продиктуйте, пожалуйста, адрес. Я быстро достал из портфеля тетрадь с ручкой и записал название улицы и номер названия улицы и номер дома. Я что-то плыву уже, по-моему. Да, ехать далековато. К сожалению или к счастью, других дел у меня сегодня не было. Многоточие. А уроки делать кто будет? На самом деле я совершенно не верил в успех операции. Ехать наобум, руководствуясь одной лишь фамилией, глупая затея. Но мне не хотелось верить в то, что Ичиносе мне соврал. С другой стороны, окраина Токио – прекрасное место для ресторана бывшего ученого. Вполне посредством. Многоточие. Я трясся в набитом людьми вагоне метро. С каждой минутой эта затея казалась мне все глупее и глупее, а потные пассажиры рядом бесили все больше и больше. Многоточие. К счастью, через некоторое время народ рассосался. Многоточие. Зачем так много многоточий? И к пригороду Токио поезд подъехал почти пустым.
Ой, набережная как раз. Я вышел со станции и окунулся совсем в другой мир. Так далеко от дома я, пожалуй, не уезжал уже давно. Ладные современные кирпичные постройки здесь сменялись по большей части столетними деревянными хибарами. Пейзаж напоминал деревню у бабушки, где я был пару раз летом в детстве. Строения тесно жались друг к другу, словно готовясь отразить наступающее с океана цунами. Блин, это так страшно, это просто ужас, а у них это так часто там происходит. Это просто трэш. Судя по их внешнему виду, им раньше это уже удавалось. С переменным успехом я так и не смог найти ни одной таблички с названием улицы или номером дома. Пытался спрашивать прохожих. Извините, но это гиблое дело, потому что почти каждый второй дом был либо рестораном, либо магазинчиком. И искать тут этого Акиру я мог до глубокой ночи. Я безуспешно ломился в один ресторан за другим. Рамен, суши... Рамен, еще какая-то рыба. Ну да, надо думать, я же все-таки на набережной. От резкого запаха свежей и не очень рыбы меня уже начало подташнивать. Я купил банку пива и сел на лавочку, чтобы отдохнуть и проветриться. Далеко на востоке, у линии горизонта, где океан смыкался с небом, уже начали появляться первые звезды, а горы на западе все еще ярко пылали в лучах заката. Эта картина завораживала. Может быть, я и не нашел никакого Акиры, но зато сюда приехал точно не зря. Пиво заканчивалось, а душа неумолимо требовала сходить еще за одной. Стоп! Кажется, в последнее время я начал перебарщивать с алкоголем. Красавчик, останавливайся. Бросай курить, вставай на лыжи. Банка метким броском отправилась в ближайшую урну. Мимо меня, туда-сюда сновали маленькие японские женщины с огромными баулами в руках и за плечами. Маленькие японские мужчины бодро толкали перед собой большие тележки, нагруженные рыбой, нагруженные, да? Да, наверное. Я говорю, я уже плыву что-то вообще, я ничего не понимаю. Я половину уже не понимаю, что читаю. Из порта доносились веселые крики, гудки кораблей и шум работающих погрузочных кранов. Я наблюдал за этим человеческим муравейником, вальяжно раскинувшись на скамейке. Наблюдал, как сотни людей, увлекаемые своими ежедневными заботами, проходят мимо, не обращая на меня никакого внимания. Как же хорошо, что мне не нужно никуда бежать, не нужно проживать свою жизнь, постоянно задыхаясь от рыбного зловония. Нет, я не чувствовал себя выше или лучше этих простых работяг, скорее другим, постигшим некую тайную мудрость бытия в 18 лет. Дай бог, чтобы это было так. В толпе на секунду промелькнуло знакомое лицо, или просто показалось. Чтобы вернуться в реальность из мира грез, мне понадобилось некоторое время. Нет, точно, это Кагаме! Я вскочил и быстро направился за ней. Господи! Сейчас она теперь подумает, что ее преследуют. И тоже пойдет в магазин покупать яркую куртку, чтобы спрятаться на виду. В плотном потоке людей продвигаться вперед было нелегко. Меня толкали, наступали на ноги, недовольно шипели. Кагаме то появлялась в нескольких метрах передо мной, то исчезала за спинами прохожих. Наконец я выскочил на относительно свободный участок набережной, но девочке словно и след простыл. Однако я был абсолютно уверен, что мне не померещилось, и я гнался именно за Кагаме. Многоточие. Уже совсем стемнело. Я бесцельно шатался по набережной, потеряв всякую надежду отыскать Кагаме. Улицы опустели, с океана подул прохладный соленый ветер, температура резко упала. Пора уже и честь знать. Я было собирался повернуть в сторону станции, но краем глаза заметил, как в нескольких сотнях метров от меня на ярко освещенном крыльце магазина появилась Кагаме с большими пакетами. «Эй!» — крикнул я, но она не услышала. Было далеко, да и мешал шум воды. «Эй!» Я бросился в ее сторону, но буквально через несколько секунд Кагаме зашла внутрь какого-то строения. Ресторан «Дары моря». Как оригинально. На табличке рядом было написано имя владельца – Акира Мариюки. Ну, приехали. Неужели это то самое место? Я дернул за ручку двери, но она не поддалась. Видимо, сегодня ресторан закрыт. И что делать мне дальше? Постучать? Но кого я там найду? Того самого Акиру? А вдруг это просто совпадение? Да и что тут делает Кагаме?
Вопросов было больше, чем ответов, а ответы лежали по ту сторону двери. Я постучал. Прошло несколько минут, но мне так никто и не ответил. В самом ресторане было темно, но свет моргал на втором этаже, где были жилые помещения. Значит, меня слышали, если, конечно, там не обитают глухие. Я постучал еще раз. Голос «Эй!» Послышался грубый мужской голос в паре метров от меня. Я повернул голову и увидел полицейского, быстро идущего в мою сторону. «Ты что тут делаешь?» «А что я делаю?» «Стою вот, в дверь стучу». Еще не так поздно, чтобы одинокий школьник вызывал подозрения у блюстителя закона. А это значит, что кто-то позвонил в полицию. Например, этот Акира Мориюки или Кагаме. Давать объяснения в участке сегодня никак не входило в мои планы. И я припустил в сторону станции. Блин, он убегает от полицейского. Зачем? Ты же не сделал ничего плохого. Типа, это же прям, прям губительная вообще тактика. Ну, тогда же сразу получается, что ты что-то плохое делал, раз убегаешь. Или это как в том видео, помнишь, был мем, типа, там парень такой скрученный уже лежит на асфальте, и у него сотрудник спрашивает, типа, почему убегали, а он такой, а чё догоняли? И все, и они ржут все. Типа, вообще непонятно реально, что там произошло. Стрелять по мне точно не будут, а полноватый мужичок лет 50 не имел против меня никаких шансов в беге, многоточие. Ну, с твоим пристрастием к алкоголю ты скоро и сам бегать и перестанешь. Выскочив к станции, я остановился, чтобы отдышаться. Ну дела, что это вообще такое было? Допустим, Акира, который владеет этими дарами моря, как-то связан с Акирой Синдзи. Но при чем тут Кагаме? Однако я так сильно устал, что мне хотелось лишь поскорее добраться домой. Сев в поезд, я тут же заснул и только чудом не проспал свою остановку. Под дверью лежала записка. Я с трудом нагнулся, схватил ее и прочитал. «Нико-кун, ты совсем пропал, не хочешь со мной разговаривать, я же волнуюсь. Что с тобой происходит в последнее время? Позвони, Х». Ну это не смех типа, это типа Химицу. Вы поняли, да? Я тяжело вздохнул, открыл ключом дверь, ввалился в прихожую и распластался на полу. Я так однажды тоже сделала, и меня искусали блохи. Не делайте так, если вы живете на первом этаже. Это был трэш. Я что-то тоже так устала. И я легла прямо на полу, и что-то я полежала буквально 2 минуты, а потом увидела, что меня просто искусали блохи. Причем, типа, я не в клоповнике в каком-то жила, просто у нас дом был рядом с речкой, и в доме был подвал, и там всегда сыро, и вот когда лето, почему-то в подвале было постоянно сыро, и начинали блохи, типа, бежать куда-то. Да это вообще просто... Пипец, почему-то вспомнила, стало очень смешно. Извините. Все, хватит с меня приключений на сегодня, сообщил я в пустоту и пополз в гостиную, даже не снимая обувь. В памяти постоянно всплывали одни и те же картины. Хмурое лицо Кагаме в школе, ее силуэт, исчезающий в толпе на набережной, ее далекая фигура, скрывающаяся за дверью ресторана «Дары моря». Ой, у нас уже серия заканчивается. Ёперный театр. Я не мог сложить воедино все кусочки мозаики. Такие задачи были выше моего понимания. Словно в дрянном детективном романе мою жизнь опутали невидимые нити, сплетающиеся в смертельную паутину. Странная записка и пугающие телефонные звонки. Тихая одноклассница связана с работой отца. А что дальше? Окажется, что Химицу и Кэтрин секретные агенты, работающие на Японию и США соответственно? В холодильнике было пусто, а в шкафах не нашлось даже упаковки заварного рамена. Я покрутил записку Химицу в руках и прочитал ее еще раз. Может быть, все-таки позвонить? В конце концов, она волнуется. И дело даже не в том, что я хочу есть. Ну, конечно же. Звонить, не звонить. Так, если учитывать нашу вот эту... Как это называется? Нашу тактику. Оставлять его без пары. Я предлагаю не звонить. Во-первых, девочка спит. Во-вторых, не морочите девочке голову. Но не сегодня! Как раз сейчас вот доиграем, видимо, сутки вот эти, и все. Я сделал последнее усилие, дополз до кровати и отключился. А что такое? Вот.
отключимся, как говорится, и мы. Слушайте, в этой серии он даже, как это, проявляет какие-то задатки адекватности. Не в том, конечно, что касается взаимоотношений хотя бы с Химицу, да и вообще, блин, хотя бы хоть с кем-нибудь. Просто наорал на одноклассника. Вообще, что-то там Кэтрин его не уважает. Химицу его задолбала. В общем, все, как всегда, плохо у человечка. Как говорится, дай бог ему здоровья и невесту хорошую, как говорится. Что мы можем сделать? Тут от нас не знаю, много ли тут от нас зависит на самом деле. Мне немножечко там проспойлерили в комментариях. Возможно, от нас не очень-то многое зависит в этой игре. Что ж, будем наблюдать, будем посмотреть. Вы, как всегда, свое мнение пишите в комментариях. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.